На днях агентство НАСА сообщило ошеломляющую новость. НАСА обнаружила отверстие шириной более 300 футов на поверхности Марса и предположила, что это может быть порталом, ведущим в подземный мир инопланетной жизни. В рамках программы «Астрономическая фотография дня» в воскресенье Американское космическое агентство опубликовало невероятную фотографию огромного отверстия на поверхности. В НАСА предположили, что гигантская дыра, скорее всего, ведет на нижний уровень планеты, на котором может существовать жизнь. Такие отверстия представляют особый интерес, поскольку они могут быть порталами на нижние уровни, ведущие в громадные подземные пещеры, сообщили в НАСА. Эти естественные туннели относительно защищены от суровой поверхности Марса, что делает это хорошими условиями для содержания марсианской жизни, добавили они. Этим ошеломляющим заявлением НАСА пытается оправдать ожидания людей относительно обнаружения внеземной жизни на других планетах. До сегодняшнего дня внимание уделялось только микробной жизни, которая может скрываться в замерзших океанах на соседних с Землей планетах. И вдруг такая новость. Исследователи предполагают, что по другую сторону этой дыры могут находиться большие подземные пещеры с благоприятными условиями для жизни. И эта область вскоре может стать главной целью будущих астронавтов, покоряющих Марс. А этом снимке, сделанном в 2017 году аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, видны несколько отверстий на поверхности планеты. На этом ландшафте, похожем на швейцарский сыр, изображено множество отверстий, и все они, кроме одного, демонстрируют пыльную, темную марсианскую местность под испаряющимся легким льдом из углекислого газа, пишут исследователи. Самая заметная канава – это идеально круглое отверстие в правом верхнем углу спутникового снимка. Гигантская полость размером примерно 328 футов. Еще более загадочным это открытие делает круглый кратер, который располагается вокруг этой дыры. Исследователи НАСА предположили, что дыра могла возникнуть в результате падения метеорита. Но самый важный вопрос – это что находится на другом конце этой ямы. В ближайшем будущем эти ямы будут главными целями для будущих космических кораблей, роботов и даже людей, исследующих межпланетные пространства, добавили в НАСА. Ученые полагают, что миллиарды лет назад на Марсе была жизнь, похожая на Землю, и главная надежда на обнаружение признаков жизни возлагается на марсоходы, спутники и будущих астронавтов НАСА, которые обнаружат подземные пещеры или лавовые трубки на мертвой марсианской поверхности. Так как на Марсе в настоящее время нет сильного магнитного поля и плотной атмосферы, его поверхность постоянно подвергается воздействию высоких уровней космической и солнечной радиации, которые могут быть смертельно опасны для жизни. Однако жизнь могла выжить под землей благодаря естественной защите этих пещер и труб, и астронавты могли бы найти здесь доказательства. Для поиска этих пещер были привлечены американские эксперты по подземным тайнам и сейсмической активности, Геологическая служба США, USGS. В 2019 году Астрогеологический научный центр Геологической службы США, USGS, представил подробную карту, на которой указано более 1000 объектов, которые могут быть входами в пещеры, разбросанными по всей поверхности Марса. Геологическая служба США отметила, что в своем обзоре они использовали данные, полученные с зондов, пролетавших на высоте 250 миль над поверхностью Марса, что не дает точной информации. Невозможно увидеть, насколько глубоко они простираются под поверхностью, прокомментировал Глен Кушинг, ученый-космонавт из научного центра астрогеологии Геологической службы США. И какие из них являются пещерами, а какие просто нишами с небольшой боковой протяженностью, добавил он в пресс-релизе 2019 года. Космические миссии Марс-Экспресс Европейского космического агентства также обнаружили доказательства наличия древних лавовых трубок под спящими вулканами планеты. Эта недавно опубликованная фотография неоспоримо ясно показывает, что на Марсе есть по крайней мере одна дыра, ведущая в неизвестный подземный мир. Ближайший шанс для астронавтов увидеть эту огромную дыру своими глазами – 2028 год. Основатель SpaceX Илон Маск недавно сообщил, что сроки прибытия людей на Красную планету ускорились, и ближайший шанс для астронавтов увидеть эту огромную дыру своими глазами – 2028 год. Он также надеется, что его компания запустит в общей сложности 5 дистанционно управляемых космических аппаратов на Марс в 2026 году. Все это опять подтверждает теорию Джона Бранденбурга, что очень давно на Марсе существовала цивилизация. А как вы думаете, эта дыра, указанная на фото, действительно может привести нас в таинственный мир, или это просто обычная воронка, образовавшаяся вследствие падения метеорита?
Поделитесь своими предположениями в комментариях. Всем спасибо, подписывайтесь на канал и до встречи.